Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Итак, я вижу, здесь есть классные легендарные фигуры. Во-первых, это гоблины-мехи, второе, это 6 богов, и третье, есть Джакира. И мне там в комментариях писали о том, что, Саня, запиши-ка нам билд, это нежить плюс драконы. В принципе, звучит неплохо, но только я тут вижу пока что есть один Джакира, и играть на нежити чисто через Джакира и 9 нежити, я думаю, будет очень слабо, поэтому... Может быть, если будут раскрытые фигуры сразу, типа Джакира и Лич, и можно будет тогда собрать 5 драконов, 9 нежити, и играть через Кири Лича. В принципе, будет неплохо. По крайней мере, можно будет попробовать, хотя на самом деле билд такой, вроде бы как бы интересно звучит, а вроде бы и неинтересно звучит. Вот вроде бы как бы, знаете, вот как-то как слабо, что ли. Так, может взять Кливер? Может мне панда сейчас упадет, и я, соответственно, через панду достану себе легендарную фигуру? А? Как я со старта губу раскатился сразу, а? Ну, ладно, берем. Берем, конечно. Я, наверное, даже 2 вич-докторов возьму. Может, сейчас 2 звезды что-то придет. Рубрика «Все по 2» начинается. Рубрика «Все по 2» открыта. Мана плюс 50 сюда. Так, хрен мне, а не панда. Ну, зато куча волшебников. Ладно, надо лишние фигуры продавать. Тебя будем закидывать это. Тебя выставим. И вот так вот выйдем 4 монетки, потому что мне нужно собрать 10 монет. Так, там уже собрали Вингу в 2 звезды и Луну в 2 звезды. Хотел сказать Лину в 2 звезды. Не, ну... Я знаю, что есть некоторые ребята, которые могут даже на 4-м раунде собрать себе и Лину в 2 звезды. На самом деле, у меня черная полоса в жизни наступила. Знаете почему? Потому что я несколько дней пытаюсь записать свою любимую Марси, но у меня почему-то не выходит записать мою любимую Марси. Вот вообще, от слова совсем, кстати, панда. Спасибо. Вот панда, вот за панду респект. Кстати, награ продам. Кстати, а ну-ка пишем в комментариях, кто же нового агра реализовал. Мне очень интересно, на самом деле, сколько нас здесь. Потому что, как по мне, я думаю, нового агра сейчас очень-очень хочется пикнуть. Особенно, если он вам в 2 звезды приходит. Это прям такой приятный бонус. Не знаю, новый огр мне очень нравится. Поэтому давайте пишем свое мнение в комментариях насчет этого нового агра. Винга в 2 звезды с маской берсерка. Серьезно? То есть, чел... Вместо того, чтобы наносить мне 200 магического урона и на 2 секунды стан, он заткнул ее. Серьезно? И при этом у него мортретка. И при этом он меня еще и вынес. Так, Дарксир, сюда. Это нам надо. Это мы берем. Это естественно мы берем. Так, где предметы? Предметы в Дарксира берем. На самом деле, если Дарксир в 2 звезды собирается ранее, боже, как он хорошо тащит. Вот, я думаю, многие заметили, что если Дарксир в 2 звезды собрался, то он так тащить начинает, что ну его в баню. Может, и в этой игре мне повезет. Может, и в этой игре я соберу себе Дарксира в 2 звезды. А может, у меня рубрика «Все по 2» наконец-то закончится, и, соответственно, апгрейд Тинкера и ЦМки придет. По крайней мере, я этого хочу. А вот бог рандома любит выносить свои коррективы. Там уже гоблины мехи есть у какого-нибудь игрока. Просто я его ник не прочитаю. Ну, короче, вы увидели в таблице в целом. Так вот, у меня наступила черная полоса. Я не могу записать какой-то интересный контент. Я что-то пытаюсь там, что-то вот пробую. Может, даже сейчас не выйдет, не знаю. А может, это будет прекращение моей черной полосы. Ну, кто знает. Кто знает. Надеюсь, что прекратится моя черная полоса, потому что мне на самом деле надоело уже откисать. Может выйти в 20 монет. Трента не хочется, конечно, продавать, но... Что-то как-то сомнительно. Может продать. Ну, на 2 ЦМки продам и вот так вот сделаю все. По-красивому. Просто я не хочу Трента терять, понимаете? Тренд это очень сильный персонаж. Особенно если вот 2 звезды раннего собрать. То вообще приятно будет. Там уже Тинкер в 2 звезды. Нормально. Парень там заряженный. Еще и 2 темных лордов имеет. Без денег, конечно. Но если мы сейчас усиление придет еще сильнее, то он такой будет огромный. Он будет на таком огромном винстрике сидеть, что ну его в баню. Ну, я думаю, вы это прекрасно без меня знаете.
Хочу усиление. Давай, Тинкер, приди. Тинкер, приди. Тинкер. Давай, Тинкер. Тинкер, Тинкер. Понял? Ну нет, так нет. Не сегодня, значит. Продам тебя, короче. И тебя продам. Я выйду в деньги. Может, жрицу на всякий случай взять? Я, кстати, только что, когда Тинкера выкрикивал, аж губу прикусил. Ай, неприятно, конечно. Кстати, там нежить собирается, что интересно. Это необычно. Нежить я давно не видел. Может, это будет достойная нежить? Кстати, закину, наверное, все предметы сейчас в жрицу, чтобы она смогла закастить свой отхил. Закастит свой отхил, соответственно, Дарксир закинет свой щит. И будет все хорошо. В жизни у нас будет все хорошо. Кстати, ребят, не забываем оставлять комментарии от 3 слов и ставить свой лайк. А если ты еще не подписан, то подпишись. Обязательно. Ну, там хороший, кстати, предмет у топчика. Блин, на чем же сыграть? Тут и жезл Киры есть, и сумка Пандамена, и мастерская Бума, и ходичный договор, и рыбалка, и коса. Блин, ну очень много приятных реликвий тут есть. Коса, конечно, мне может не подойти из-за того, что, ну, сами прекрасно понимаете, из-за чего, да? Из-за того, что я сейчас имею очень слабый стол, и от косы как-то смысла вообще не будет. Ну, тут, естественно, я проиграл. Естественно. Ну ладно. На самом деле у меня все хорошо. У меня хпшки достаточно. Денег достаточно. Темного лорда продам и вот так сделаю. Вот, по-красивому. И, кстати, вот так вот сделаю. Поставлю гоблина, потому что, кто вдруг не знает, как работает синергия пандаменов, то объясняю. Синергия пандаменов работает следующим образом. Если на вашем столе есть какие-то расы, то есть некая вероятность, что вам, соответственно, придет одна из фигур из этой активной расы на столе. Ну, не активная, а просто которая есть на столе. То есть у меня сейчас стоит раса троллей, раса богов, раса гоблинов и раса пандаменов. И есть некая вероятность, что, соответственно, придет мне что-то из этой расы. Я надеюсь, конечно, какая-то панда придет, потому что если придет панда, то сразу в голове у меня маршрут будет перестроен. А если придет нефритовый генерал, я смогу его сделать под 6 богами. Опа! Если, конечно, бог рандома позволит. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что мне бог рандома уготовил на эту игру. Обалдеть. И антимаг. Да ты шо? Не, у меня сейчас огромный стол. С таким-то столом можно даже и выносить все и вся. Может, уровень взять? Может, реально уровень взять? Короче, маршрут перестроим. Смотрите, мне нефритовый генерал упал. Если придет он ко мне в 2 звезды, мы здесь поиграем через 6 богов. Я хочу сделать таким образом, чтобы у меня нефритовый генерал постоянно кастил свои камни. И просто наваливал движа. Ну, кстати, сейчас антимаг в 1 звезду натворит. Делов. Сейчас один антимаг порвет весь этот стол. Но вот теперь, кстати, можно и косу сколы взять. Если, конечно, она упадет. Ой. Ой. Ой, он успел способность закастить. Ну как же плевать? Как же плевать? На. Не, ну с таким-то антимагом можно и жить. Там, кстати, сбили чуваку винстрик. Не, антимага мы возьмем. Антимаг нам необходим. Антимаг нам поможет. Кстати, знаете, что я еще сделаю? Я сделаю сейчас следующим образом. Смотрите. У меня есть баф шаманов. Ну, почти есть, да. Сейчас его нету, но почти будет. Скоро. Короче, вы поняли. А то я сейчас начинаю заговариваться уже. Потому что у меня 1000 идей в голове, 1000 мыслей. В общем, у меня сейчас есть почти баф шаманов. Если ко мне придет еще один шаман, то я, соответственно, его поставлю на свой стол. Потому что так будет намного сильнее у меня стол, нежели, соответственно, будут просто у меня стоять шаманы. Ну, без бафа. Поэтому, когда у меня придет синергия шаманов, я поставлю себе шаманчика. У меня будут они перевоплощаться в сильнее фигуру. И знаете,
Я теперь жалею о том, что я скипнул шапку на 3-м уровне. Шапку-ушанку. Я ж тут выиграю раунд, надеюсь. Пожалуйста. Стой! Лина. Лина, пожалуйста. Не смогу. Несмотря на то, что я сейчас проиграл мобам, мне пришла мастерская бума. Обалдеть? Это еще как обалдеть? Обидно, конечно, то, что я мобам откис, но это ладно. Окей, пойдет. Мы играем через фулл экономику, поэтому ничего страшного. Так. Сделаем сейчас таким вот образом. Поставим себе немного баб-богов. Хотя, в баню. В уровень будем идти. Я в антимага на самом деле больше верю, нежели в баб-богов. Мастерскую бума пока активировать не буду. На самом деле... ну я тут, наверное, не смогу сыграть через 6 шаманов, если здесь не будет легендарного шамана. Если здесь, в принципе, будет легендарный шаман, то окей, я смогу сыграть, соответственно, через 6 шаманов. Но только нужен легендарный шаман, без него я не справлюсь. Так, хорошо, есть некоторое усиление у меня. Итак, теперь либо 150 хп, либо же баф богов. 150 хп или баф богов. Ну, кстати, сейчас я этот стол порву, как тузик грелку. Сейчас он ко мне придет, я забираю его в винстрик и показываю ему, где раки зимуют. Я успешный человек, ребята, учитесь у меня. Преподаю, если что, уроки, недорого. Знаете, почему я так реагирую? Потому что только что я заюзал баночку, и она восстановила мне 1 хп. На секундочку, 1 хп. 1! Не 2. 1. С одной баночки. Ну, ради приличия, могло бы хотя бы 2 восстановить, что ли. Неблагодарные. Ну, кстати, там 6 нежити. Реально там будет нежить, прикиньте. Обалдеть. Вот это вот что-что, но этого я точно не ожидал. Кстати, 150 хп я уберу. 150 хп мне не надо. Типа, ну, да, на самом деле, плотность это, конечно, хорошо, но... Я бы даже, наверное, лучше баф богов бы поставил. Я более чем уверен, что баф богов будет намного приятнее. Нежить, кстати, там огромный. У него 3 двойки. О, вот это я, конечно, возможно, даже не смогу снести. Интересно, а нежить хотя бы смогу вынести? Это, в принципе, должен. Ну, должен же. Ну, должен. Наверное, не хватит. Да, не хватит, к сожалению. Чуть-чуть не хватит. А это еще... Олень этот еще расплодился. Да. Ну, ладно. Терпим. Но теперь я намного больше уверен в том, что мне надо именно шаманов поставить. Как только поставлю шаманов, игра заиграет иными красками. Но самое главное, чтобы мне сейчас пришел еще один нефритовый генерал. И, возможно, я на 15-м раунде попробую найти еще один клевер себе, чтобы засунуть во вторую панду. Да, видите, у меня всего лишь там есть 4 шамана. 4 шамана, поэтому если здесь не будет какого-либо легендарного шамана, я не смогу сыграть через шаманов. На самом деле, играть на шаманов довольно-таки комфортно и приятно. Просто их легко законтрить, этих шаманов. Элементарно какой-то плотный билд, который будет очень долго жить. И все. И все. Кстати, там нежить пришла к чуваку с винстриком. Я надеюсь, что он не собьет, потому что это мой винстрик. Не трогай этот винстрик. Нежить, ты поплатишься за свои грехи. Если ты собьешь этот винстрик, я тебе не прощу никогда в жизни. Фу. Я более чем уверен, что там темный лорд затащил. Ну какой Леон, ты чё? Какой Леон? Я так надеялся, что мне упадет сейчас... Я очень надеялся на то, что мне упадет нефритовый генерал. Очень на это надеялся. Прям... Хнык-хнык. О, там тоже антимаг, ДК есть.
Ну ладно, у меня ситуация нормальная. У меня 7 уровень, у меня 50 монет на счету. У меня стол относительно сильный. Короче, я могу здесь всех порвать. Ну, это то, что я пока что вижу. Просто самое главное, это чтобы мне нефритовый генерал пришел в 2 звезды. Придет нефритовый генерал в 2 звезды. Тогда можно такого контента будет натворить. Самое главное определиться, 6 шаманов или все-таки нефритовый генерал. Это мы будем отталкиваться от того, смотря сколько у меня будет хп и тому подобное. Во! Один нефритовый генерал, это хорошо. Еще один клевер. Еще один клевер. Все, в 2 панды засунул этот клевер. Ребят, держим сейчас за меня кулачки. Надеемся и верим в меня, то, что мне придет сейчас еще один нефритовый генерал. Нефритовый генерал в 2 звезды. Такого сейчас может натворить. Ай-яй-яй. Я вас умоляю. Это такой разрыв будет. Кстати, нет. Я вот так сделаю. Так, а здесь у нас что? У нас здесь боги плюс люди. Ну, судя по всему, тут будут у нас маги-драконы. На самом деле, мне сейчас не хватает всего лишь одного шамана, хотя и, в принципе, мне и так нефритовый генерал нравится. Нефритовый генерал со своими камушками — это приятный персонаж. Боги идут неплохо еще. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, парень с винстриком. Ты долго там будешь ходить? Или ты пока весь стол в 2 звезды не соберешь, ты ко мне не придешь, да? Как ты посмел? Смазка 5-го тира, прикиньте. Он посмел тронуть мой... Ах ты ж... Боже, у меня только одна нецензурная брань сейчас на языке вертится, потому что я не знаю, как назвать этого чувака, который забрал тот винстрик. Ладно. И сейчас он ко мне придет, да? Естественно. Ну давайте посмотрим, выиграю его или нет. Блин, надо было сначала посмотреть его расстановку стола, потому что он темного лорда перекинул в другое место. А, не, видите, не смогу забрать. Ну ладно. Ладно. Не обидно то, что там ему сбили винстрик. Не обидно. Спасибо за пивную панду. Я так рассчитывал, что, конечно, это будет не пивная панда, но надежда умирает последней. Вот так сделаю. Красиво сейчас сделаю. Так, мана плюс 50 сюда, а колечко я закину во второго нефритового генерала. Потому что, кто вдруг не знает, то колечко, когда активируется, то есть когда он начинает прыгать с этим кольцом, то он сразу начинает перевоплощаться. Это из-за того, что предмет активный. Раньше такого не происходило, и... Кстати, вот так вот я лучше сделаю. Все-таки не. Я думаю, что все-таки лучше пусть активируются камни. ТБ в 2 звезды. Прикольно. Блин, кстати, надо, наверное, арканцы переложить из шамана лавы. Может активировать мастерскую бума и понаходить себе шапки? Шапка — это круто. Не, ну я пока не уверен в том, что я буду играть через шаманов. Вообще не уверен. Сначала нужно дождаться легендарной фигуры. Если здесь будет хорошая легендарная фигура, та, которая мне нужна, хотя бы эмпресска, то можно здесь спокойно играть через шаманов. Хотя тут собирается нежить довольно-таки огромная. И возможно, мне пригодится все-таки собрать шаманов. Хотя на самом деле, если у меня будет нефритовый генерал с Аганимом, я спокойно здесь их буду рвать. Но только если он будет с Аганимом. Ну, Аганим, драконий рог, перчатка 4-го тира, условная. Тогда я буду разрывать. Вот с 6 богами там будет вечный стан, и мне будет абсолютно никто не страшно. Абсолютно. Ни одна живая душа не сможет мне ничего противопоставить. Абсолютно. Я буду полным абсолютом. Оп. Антимаг, отсосись! Не трогай! Нет! Ой, это...
Вот этот вот антимаг заруинил мне все. 6 рыцарей и керри антимаг. I, who made a promise with you, command you to unseal the magic stone. Да. Мне очень нужен сейчас нефритовый генерал в 2 звезды. Кстати, меня там часто спрашивали, как работают шаманы. Ребят, шаманы перевоплощаются от своей цены продажи плюс 2. То есть, если фигура стоит 4 монеты на продажу, то, соответственно, добавляем плюс 2 монетки к этой цене продажи. И, соответственно, есть вероятность, что вот по той цене продажи, то есть, допустим, за 6 монет цены продажи, то есть вероятность, что появится какая-то 3-звездочная фигура из 2-го тира, по-моему, так, 2-звездочная из 3-го тира, ну и из 4-го 1-звездочная. Wanna try? All the beauty will turn into nightmares. Все, у меня есть 1000 идей. Только какую я буду реализовывать, непонятно. Вообще непонятно. Будем отталкиваться от того, что будет идти. Сейчас у меня нереально огромный нефритовый генерал, и, если честно, я бы хотел его попробовать реализовать. Короче, я думаю, вы поняли, как работают шаманы. Если не поняли, то пишите в комментарии, я объясню там более подробно. Но сама суть то, что от цены продажи добавляется плюс 2. А если вы собрали себе 6 шаманов, то, соответственно, и предметы перевоплощаются плюс 2. То есть плюс 2 тира. То есть был у вас предмет 1-го тира, стал предмет 3-го тира. Вот так работает это. Все. А может... Не, ну я здесь не повторю ту тему, когда я собирал себе 12 уровень. Кстати, ребят, кто не видел тех шаманов, где я собрал себе там 12 уровень, поставил 5 драконов и 6 шаманов, я рекомендую посмотреть. Я думаю, вам очень понравится этот контент. Это кто не смотрел. Так, смотрите, я сейчас выиграю раунд, я активирую мету и начинаю немножко свое хп поднимать. Потому что 52 хп вроде бы норм, но вроде бы не норм. Кстати, против магов, против нежи. Ой, думчик. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какой думчик огромный появился-то. Опа! Он даже нефритовый генерал появился, видите? Правда, в 1 звезду. Ой-ой-ой, хорошо, есть еще такие Точнее, есть еще такой шаманчик есть. Не знаю, золотые роллы мне нужны или нет. Я не хочу особо спешить сейчас. Но я думаю, пригодятся эти золотые роллы. На первом месте пока что-то непонятное собирает. Эмпресска есть! Ладно. Улыбка как у чеширского кота была. Все. Ну, я думаю, вы все прекрасно поняли, что теперь я буду точно реализовывать себе 6 шаманов. Надо только будет найти хотя бы хоть одну шапку, а лучше 2 шапки. И будет идеально. Кстати, вот топчик тот, который на первом месте находился. А ну-ка давай. Попробуй моего рыжего лиса в 3 звезды и резака в 3 звезды побороть. Селенок не хватит у тебя. С шапкой просто бы у меня 100% появлялся бы легендарная фигура в 3 звезды. Кстати, хороший там зверь. С обезоружием совсем. Держим за меня кулачки, что мне придет эмпресска. Ну если что, мы в принципе можем перестроиться элементарно в 6 богов и играть через нефритового генерала, если мне не придет эмпресска как надо. Поэтому в принципе не беда. Пусть они вот так вот у меня в правом нижнем углу экрана лежат на скамейке. Чел вообще там непонятный билд себе делает. Так, вот охотник ко мне пришел. Помнишь, ты меня там обижал, охотник? Помнишь? Смотри, что я сейчас с тобой сделаю. МК в 3 звезды появился. Правда, без предметов все, но это наплевать. Но! Просто палкой по горбу. Вот так вот. Знай свое место, дорогой, знай. Знай, что бывает, когда ты приходишь и обижаешь меня. Боже, у меня фляга потекла немного. Там Гарри меня вынес. Ну, скорее всего, мне просто не повезло с тем, кто у меня там перевоплотился. Но я сейчас антимага вот так вот. Или отдам тебе, а антимага вот так поставлю.
Скорее всего, у меня там плохие персонажи перевоплотились, и из-за этого... Он меня вынес. Я хочу эмпреску. На самом деле, если этот парень соберет себе эмпреску в 2 звезды и закинет ей нормальные предметы, то он с этой эмпреской будет божить. Кстати, рыцарь, здорово, а тебя я вынесу? Ай, не вынесу. Плохие фигуры перевоплотились. Вот на самом деле игра на шаманах, она такая. Ты вроде бы божишь, вроде бы что-то там выносишь и тому подобное, но в моменте тебе падают бесполезные фигуры, которые ничего не могут сделать, и ты просто, ну, с пальчиком у рта сидишь, кайфуешь от жизни. Вот, к примеру, как сейчас. Да, кто-то может написать, типа, ну, были бы у них предметы, возможно, что-то было бы. Угу. Дух пятерка, отлично. Вот дух пятерка, кстати, мне, наверное, и пригодится. Наверное, мне и пригодится, на самом деле. Блин, мне не хватает этого шамана. Капец, как не хватает. Очень надо, чтобы этот шаман ко мне пришел. Дух пятерка мне будет необходим. Если все будет еще похуже, то я поставлю еще и горн сверху. Мне нужна шапка, шапка, шапка. Дай шапку. Спасибо. Спасибо за шапку. Все, у меня теперь сейчас, если что, нефритовый генерал стоит не 6 монет, а 7 монет. И, соответственно, должна легендарная фигура появляться. Вот. Правда, не импресска, конечно. Но мне бы хотелось не импресску. Кстати, кто вдруг не знает, если есть нераскрытые легендарные фигуры, и в это время у вас есть шаманы, и шаманы начинают в кого-то перевоплощаться. Сейчас, секунду, есть шарбезная, но я скипну. Антимаг. Все, это моя игра. Это 100% моя игра. В общем, к чему я там говорил? Я говорил к тому... у него золотые роллы, и поэтому он нашел там. Это будет тяжело, если он на золотых роллах найдет себе импресску в 2 звезды, либо в 3 звезды рано, закинет в нее предметы, то у меня будут огромные проблемы. Огромнейшие проблемы. Ладно, я говорил о том, что, типа, если же есть нераскрытые легендарные фигуры, и у вас есть шаманы, и шаманы перевоплощаются в какую-то легендарную фигуру, которой нету в раскрытом пуле, то, соответственно, знаете, значит, эта фигура есть в нераскрытом пуле. Вот так вот эта механика работает. Так что можно немного заранее узнать, кто вам упадет. Ну, это точнее, кто есть из легендарной фигуры. Кстати, там 9 нежити собралось. Нежить на самом деле слабая, я должен эту нежить спокойно вынести. А вот сейчас мы это, кстати, и проверим, вынесу или нет. Так, камушки надо тебе на лицо. Лина в 3 звезды, эмпресска. Не нравится мне то, что эмпресска появляется, надо кто-то пополезнее. Кстати, если что, то когда нежить убивает шаманов перевоплощенных, то на этих шаманах перевоплощенных не будет появляться зомбари. Кто вдруг не знает. Хотя, я думаю, уже все знают это. Ну, короче, суть в том, что шаман это контрпик нежити. Вот, все. Кратко. Это почти идеальный контрпик нежити. Потому что они не перевоплощаются. Ой, точнее, не перевоплощаются. Они с шаманов не могут призвать зомбарей. Вот. Сори, я просто в своих мыслях сейчас летаю. Я думаю, как мне дальше действовать, что мне дальше делать. Но на самом деле все просто. От меня сейчас особая игра не будет зависеть. Мне надо будет просто сидеть ролиться, находить шаманов. Ну, может быть, немного она будет от меня зависеть. Все-таки предметы там поперекидывать как надо. Ой-ой-ой, есть рок войны. Отлично. Я его не скипнул. Я найду импресску. Буду делать керри импресску. И, соответственно, закину в нее рок войны. Это будет имба. Ой, нефритовый генерал Ильич появился. Хорош. Я думаю, нежить там в шоке. Это у меня еще не 6 шаманов стоит. Как только 6 шаманов будет стоять, то там будет ой-ой-ой, как неприятно. Поставлю, кстати, гор на агро. Потянет немного мне времени. Советую, берем. Так, делаем таким вот образом. Эти предметы сюда закидываем. Некор. Кстати,
Ну какой Джекира? Леший, Дум. Ну, пожалуйста. Так, надо немножечко поныть, чтобы мне пришел сейчас легендарный шаман. Ну! Ах вы чертилы неблагодарные. Я тут на вас играю. Вы вот так вот ко мне относитесь, да? Ясно. Вот запомните. Вот что бывает, когда вы играете на шаманах. Они неблагодарные. Да, меня тут, кстати, зверь вынес. Причем больно вынес. Невкусно. Очень невкусно. Не найду 6 шаманов, мне будет торба. Ладно. Так, отлично, усиление есть. Отлично, еще одно усиление есть. Так, 2 дума продам. Хотя, может, всех думов продать. Просто дум он полезный, он может мне пригодиться. Хотя... Короче, пусть пока будет как-то так. Это все мне не надо. Классный предмет. Аж завидую. Так, маг-дракон. Ой, хорошо. Кстати, у шаманов еще появился этот один огромный минус. Это то, что если в вас прилетает какой-либо контроль, то, соответственно, перевоплощение шаманов, оно сбрасывается. Минус маг-дракон. Хорошо. Это самый огромный минус в шаманах. Огромнейший минус, я бы даже так это сказал. Так, яйцо. Одну цветку мне надо оставить. Одна цветка пойдет под импреску. Чтобы предметы дублировались в копии импрески. Сейчас вся игра моя зависит от того, придет мне легендарный шаман или не придет. Если не придет, то я думаю, вы сами прекрасно знаете, какой итог будет. Так, держим за меня кулачки, держим. На самом деле я немного нервничаю. У меня хоть и есть некий запас хп, но у меня нет денег. Я, наверное, поспешил с тем, что я полностью сролился. Надо было сидеть дальше, 50 нет, и все было бы хорошо. Надо было. Я возьму, наверное, рыбалку и выключу всех богов. Да, наверное, возьму рыбалку. Даже не богов, а мехов. Мехов выключу. Мехи лишние у меня сейчас. Где они? Да где вы? Вот вы. Ну? Ну, если так сделать, я... Ладно, я пока что беру нефритового генерала. Пока что уберу. Мне слишком надо, чтобы они сейчас перевоплощались с предметами. Если они не будут перевоплощаться с предметами, будет все очень плохо. Вот предмет 3-го тира. В тебя пойдет пока что. Без предметов мои шаманы будут бесполезные. С предметами будут полезные. Если, конечно, вот так вот АФК стоять не будут. Ну вот это как-то такая вот игра на шаманах. Тем могут вот такую вот джаггеру пасть. Весь заряженный. Правда, бесполезный, но зато заряженный. Ладно, хп еще есть, можно жить. О! Отлично! Я ж потерялся, кого где вставить. Так, этот предмет тебе. Этот предмет тоже тебе. —
Мне надо, чтобы 100% шаманы эти кастили, потому что они очень сильные. Этот предмет тебе. Мана плюс 50. Хотя на самом деле, зачем мне ему ману плюс 50 давать? Сейчас надо самых дорогих шаманов себе зарядить. О-о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 
Ой, отлично. Дизрапторов 2 звезды. Это прекрасно. Это отменные новости. Так. Куда же по предмет это перекидывать? В самом деле, вот эта вот шапка 2-го тира, она имбовая. Я, кстати, поставлю горн, чтобы немного времени потянуть, потому что у меня слишком сильно лицо отрывается, а они хотя бы вот заагрятся на этот горн. Огромный гоблин-мех. Огромный. Куча дубликатов у него есть. Так, это у нас 9 нежити. Сочувствую 9 нежити. Джекира 3 звезд появился. Рассказал, что почем. Предметы, конечно, уникальные у этого Джекира. Живем, живем. Гоблин-мех, конечно, там огромный становится из-за того, что у него дубликаты. Ну, короче, я предвидел самый худший исход, который только может быть. Мне, кстати, наверное, эту шапку куда-то надо перекинуть. Хотя мне нужны предметы 4-го тира. Если бы у меня было 2 шапки, я бы мог в шамана лавы закинуть, допустим. Либо же вот в шамана, который 1-го тира. Шамана тролля. Чтобы он немного подороже у меня появлялся. Опять ты, гоблин-мех, пришел. Ну давай, дубль 2. Ой, сайленс накинул, отлично. Ой, дизраптор в 3 звезды. Хорош. Как же сейчас будет решать то, какие шаманы у меня упадут? Все, я остался с ним 1 на 1. Я надеюсь, мне сейчас драконий рог упадет с 35-го раунда. Просто вот дракона убью и появится драконий рог. С драконьим рогом я должен его порвать. Он эмпресску не керит. Цвет почему-то не ставит. Странный тип. Я бы на его месте закирил бы эмпресску и просто бы взрывал. А у него там минер с драконьим рогом. Тоже интересно выглядит. Сейчас вся надежда на то, какие мне фигуры упадут с шаманов. Вся надежда только на это. Поэтому, ребят, держим за меня кулаки. 100% держим. И верим. Надо, чтобы драконий рог упал. Я не знаю, зачем он вертолета керит. Ему надо керить МПС-ку, потому что МПС-ка появляется с дубликатами, и они просто начинают наваливать. Ладно. Кунка с 3 зимними объятиями. БКБ. МПС-ка, отлично. МПС-ку вместо тебя. Рок войны в тебя. Арканцы в тебя. 4 Орна поставлю. Я думаю, это будет вообще мощь. И дух 5. Ой, он там 3-звездочного минера собрал. Обалдеть. Ну, из плюсов, из плюсов. Ой, как спешу, спешу, нервничаю. Какие еще предметы? Где я еще предметы? Позабывал, не позабывал. Так, дух 5 есть. Может, 2 звезды соберу. Так, тролля за 1 монетку продаю, он мне не нужен. Бесполезен.
Так, все-таки тебе это... Сразу. Инкастовый прокаст. Отлично, вертолет. Ой, Дум, жрец. Еще и Дум накинулся в минера. Боже, какая красота. Все, ГГ. Выиграл. Это было мощно. Это было мощно. Еще на самом деле протупил. Надо было шапку второго тира закинуть в импреску. Потому что импреска, вы видели, она перевоплотилась в трехзвездочную фигуру третьего тира. Нежить, конечно, интересная. Трехзвездочный минер. Ну, вертолет с драконьим рогом. Сильно. Да, это сильно, да, это мощно. Ну, хозяин-барин. Короче, вот вам. Игра на шаманах. В одной игре ты король, в другой игре ты под себя сходил. Да, это жестко. Но вот как-то так выглядят шаманы. Серьезно. В одной игре ты король, точнее в одном раунде, а во втором раунде ты просто можешь сходить спокойно под себя. Ну и шаманы на самом деле вроде бы как бы не шли со старта, а вроде бы потом как-то и перестали. Но у меня на самом деле был план. Хотя на самом деле я отказался от него. Но на крайний случай, если было бы все максимально ужасно, хотя не, мне это вряд ли бы помогло. Ну, короче, на крайний случай можно было бы попробовать сыграть через нефритового генерала. Но там гоблин мех просто такой огромный, что вряд ли бы у меня получилось бы его законтрить просто обычным нефритовым генералом, если бы у меня не было идеальных предметов на него. То есть, а идеальные предметы это какие? Перчатка 4-го тира, агоним, драконий рог, ну и щит 5-го тира. Это, чтобы, знаете, там мне какой-то контроль не поприлетал и тому подобное. Можно еще, конечно, чтобы БКБ было. Ну, короче, вот такие вот предметы и, в принципе, нормас. Тогда бы я смог нефритовым генералом спокойно тащить все и вся. Вообще я удивлен, что этому гоблину меху дали так вырасти. Сильно. Я когда на гоблинных мехах играю, почему-то у меня там не такой шикарный стол происходит от золотых роллов, а он прям камбэкнул снизу. Ладно. Вот такая вот игра на шаманах. Что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Не забудьте поддержать меня, соответственно, своим лайком. Не забудьте также подписаться. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.